Всем привет! Я думала, что сегодня я буду уже либо не жива, либо мне будет очень тяжело, и я не сниму никакое видео. Но, слава богу, судьба сложилась иначе, и сегодня я буду делиться с вами своим опытом в огромной косплейной фотосессии. Это было тяжело, но это было очень классно. У меня столько эмоций до сих пор. Не знаю, насколько вам интересен подобный формат, но мне показалось, что подобная информация будет полезна, особенно для тех, кто каким-то образом связан с фотографией, с косплеем, с подобными вещами. Я очень-очень вас попрошу оставить лайк или дизлайк под этим видео, подписаться на мой канал и включить все уведомления. Таким образом я пойму, нужно снимать такие видео еще или нет. Ну а пока вы это делаете, я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пада, что означает добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, те, кто на меня уже давно подписан, знают, что я гипербольшая фанатка Винкс, и я не знаю, как это лечится. И мой самый-самый любимый герой оттуда, это, конечно же, Текна. И она для меня как бы такой основной косплей-образ. И вот как-то в прошлом году, кстати, почти ровно год назад, в апреле 2020-го, мы с девочками ставили сценку на Датфесте. И там вышло все не очень классно, честно сказать. Я, кстати, показывала, как там что получилось в одном из предыдущих видео. Можете посмотреть и покекать с нас. И тогда все такие расстроенные тем, что у нас как-то не особо что-то получилось. И мы ничего даже не взяли, никакой даже там зрительских симпатий. Мы начали думать о том, что, хотя бы, может быть, отфоткать нормально нам эти образы. Вообще, изначально у девочек был план сделать фотосессию по образам из первого сезона, именно типа по повседневкам. Но на тот момент я уже отфоткала этот образ, я уже с ним где только не была, я его оверюзнула, мне кажется. И вместо одной фотосессии я предложила девочкам сделать такую огромнейшую, большущую фотосессию на целый день, где мы отснимем и типа повседневных Винкс, и Винкс превращений, вот это Magic Wings. Волшебницы. Ну, короче, вы поняли. Я с самого начала понимала, что вместе с этим фотосетом мы попадаем на крупные бабки. Фотосессия в одном образе одной команды в один день стоила уже довольно прилично. А если мы проводим 2 фотосессии, то получается, сумма удваивается. Короче, я ожидала огромных денежных потрясений. Потом начался такой глобальный ковид, всех заперли дома, и в результате мы принесли этот проект на неопределенный срок, когда все смогут выйти и наконец-то пофоткаться опять. Конечно, это довольно сильно затянулось, как вы знаете. И затянулось все настолько, что мы смогли отснять это только вот буквально несколько дней назад. Представляете, целый год понадобился, чтобы мы дождались момента, когда мы сможем реализовать наши прекрасные идеи. 2К20, спасибо, люблю, обожаю. На самом деле я как-то особо не рассматриваю этот момент как какой-то негативный, потому что мы смогли нормально, полноценно подготовиться к этому фотосету. Естественно, отсюда таким образом вытекает первый пункт, это планирование фотосета. Обязательно нужно понять, чего вы ожидаете от этого фотосета, что вы хотите там отснять, и какая концепция в целом у вашей фотосессии. Будь это косплей, будь это просто какая-то модельная тема, в любом случае нужно понять, чего, в принципе, вы хотите от этого дня. Мы продумывали миллионы деталей, но в целом это как-то происходило в фоновом режиме, потому что для нас, для косплееров, было в целом все понятно. Мы миллион раз пересматривали Винкс, нам была понятна концепция этого мультсериала, мы просто хотели это превратить в жизнь. По сути, просто поделиться вот этой волшебной, дружеской атмосферой, которая витала в этом мультсериале, особенно в первых сезонах. Мои самые любимые сезоны, кстати, это с 1 по 4. Ребят, пишите в комментариях, какие ваши самые любимые сезоны Винкс. Разумеется, одна из основных частей планирования фотосессии — это подбор персонала. Нет, подбор участников. Кто в вашей команде будет каким героем? Кто первый, тот Блум, как говорится. Разумеется, это надо оговаривать прям с самого начала, с момента, когда вы хотите пригласить человека на ту или иную роль в вашем проекте. Ну и вместе с этим надо понять, у кого или каким образом человек будет делать свой костюм. Все-таки, если это косплейная фотосессия, то костюм там необходим, будь он из шкафа, будь он созданный самостоятельно, будь он заказанный у кого-то. Не так на самом деле важно. Важно, чтобы просто человек по своему взгляду на костюм и по тому, как он ощущает эту концепцию, насколько он поддерживает общую концепцию, подходил в целом всей вашей группе. Вы сами прекрасно знаете, что ковид начал отступать только где-то к концу 2020-го, да и то на самом деле мы до сих пор живем в ковидное время, но как раз тогда мы начали возвращаться к нашей идее и думать о том, что пора бы уже конкретно организовывать, что, где и как у нас будет. Мне кажется, после того, когда у вас уже готова общая концепция, есть уже сформированная команда, нужно начинать организацию с того, что вы находите подходящую вам студию. У нас прям целая заморочка по этому поводу была, потому что изначально я надеялась на то, что
что мы найдем какую-то студию, в которой мы вот прям все 8 часов сможем провести беспрерывно. Чтобы там был подходящий антураж и для того, чтобы мы сняли и повседневки, что-нибудь типа там комнаты Винкс в Алфее, и чтобы там была и циклорама, на которой мы могли бы снять Винкс в этих вот превращениях. Но все варианты, которые были идеальны для этого, не очень здорово нам подходили по цене, по расположению, потому что некоторые студии почему-то по воскресеньям не работают. У меня до сих пор вопрос, это как вообще? И если вам нужны сайты, где можно подобрать по определенным настройкам и вашим предпочтениям студию, то для Москвы очень классно подходит Studio Rent и уголок.ру. Я не знаю, как по остальным городам, но там я смогла вот найти ту студию, в которой мы в результате и отфоткали все. И знаете, как я делала? Я вот находила какую-то студию, которая, мне кажется, вот вроде похоже на то, что мы ожидаем, но вот чуть-чуть не дотягивает, вот совсем чуть-чуть. В результате заходила к ним на сайт, смотрела, какие еще у них есть залы, с каким там интерьером, с каким оборудованием, всякое такое, и уже отталкиваясь от этого решала, стоит нам здесь останавливаться или ищем дальше. Дополнительная экспедиция, так скажем, будет тоже не лишней. В результате мы остановились на кросс-студию, мы там уже много чего фотографировали, и нам вполне себе понравилось, какие там студии, в каком они состоянии. Ну и интерьеры, конечно, нам очень понравились, особенно во второй студии, которая для нас была типа наша маленькая Алфея. Вообще на фотографиях вышло так, как будто бы вот прям мы реально в Алфее находимся, по моим ощущениям. Наша Флора, кстати, Майя, еще отметила, что мы выглядим, как будто бы мы из игры Винкс. Как вам кажется? Скажите в комментариях, похоже или нет. Параллельно с поиском студии мы, конечно же, и думали о том, у кого мы будем фоткаться. Разумеется, для косплей-съемки лучше всего подходит именно косплей-фотограф. Так как день у нас был насыщенный, мы решили, что мы позовем сразу двух фотографов. Один у нас будет фотографировать наше превращение, а другой у нас будет фотографировать повседневки. Но они между собой не будут пересекаться. То есть в результате у нас получились две полноценные разные фотосессии в один день. Я сейчас об этом думаю, я не понимаю, как я вообще согласилась на эту авантюру. Мне кажется, в принципе, вторую фотосессию несли на себе фотограф и наша помощница. И да, раз я уже заговорила о помощнице, давайте о ней поговорим. Вам обязательно нужен будет помощник, если у вас действительно большая фотосессия. Даже на самом деле на одиночной фотосессии не помешают помощники. Мало ли что там, где надо поддержать, что-то там подкинуть в кадре, что-то куда-то посветить, прыснуть. Не знаю, какие у вас там будут идеи, но помощник всегда не лишний. Как минимум Бекки запишет, уже будет большой плюсик. В нашей ситуации наша помощница Настя была координатором КОС. Я так ее назвала. Не знаю, насколько это нормально звучит. В результате у нас получилось так, что я подготовила референсы, это такие фотографии, картинки, какие-то зарисовочки, что угодно, которые иллюстрируют то, что вы хотите в результате увидеть в кадре. Основная часть нашей раскадровки, наших референсов состояла из фан-арта. Мне просто очень сильно нравятся арты Винкс, не только, конечно, мне, но и всем нашим девочкам, нашей команды, поэтому мы решили отталкиваться именно от артов, а не от официальных каких-то картинок или там из кадров из мультика. Все-таки фан-арты, они какие-то вот особенные, они вот действительно передают то, как мы, фанаты, ощущаем этот мультик. Вот, я подготовила этот файл с референсами, я согласовала его с нашими фотографами и потом отправила Насте, нашей помощнице, чтобы она во время фотосессии нами руководила, говорила, кто когда сейчас идет фотографироваться, как надо встать. Такой человек реально очень полезен, особенно когда у вас такая большая фотосессия и к концу вы уже ног не чувствуете и мозгами не шевелите. Прям топчик идея. Рекомендую. Настя, спасибо! Еще одну довольно важную подсказку хочу дать. Мы начали подготовку с февраля 2021. Фотосессия у нас была 25 апреля 2021, соответственно, мы подготавливались за сколько? За 2 месяца, даже больше, за 2,5. Соответственно, на фотосессиях вы работаете с людьми, а у людей бывают, меняются планы, это совершенно нормально, это такая жизнь, поэтому если вы планируете что-то заранее, если вы бронируете время людей за столько времени, обязательно контролируйте, что у них ничего не изменилось. Конечно, доставать сообщениями типа «Чувак, не забудь, у нас там с тобой план», каждый день, не стоит этого делать, но раз в месяц написать, что типа, если что, у нас ничего не отменилось, мне кажется, это будет не лишним, и просто для того, чтобы вы были уверены, что этот человек никуда там не ушел в какой-то другой проект, у него не появились новые планы какие-то на этот день, что все в порядке, и вам не нужно искать замену в последний момент. И самый сложный, самый долгий процесс подготовки к фотосессии, это, конечно же, шитье, создание крафта. Я немножечко опустила этот пункт, потому что лично мои
костюмы были задолго до подготовлены, и я просто ждала уже момента, когда мы приедем, и я надену опять эти любимые мои костюмчики. За мои костюмчики, кстати, большое спасибо крутой Маре и Алле Мансуровой, девочки. Вот, а другим девочкам пришлось, конечно, поработать над своими косплеями. У кого-то он хотя бы отчасти был уже готов, но все равно все-таки 2 костюма. У кого-то одного не было, у кого-то другого, у кого-то вообще ничего не было. В общем, все готовились как могли, очень активно. Если вы меня спросите, как лучше делать, самостоятельно шить косплей, там, подготавливать крафт и так далее, или заказывать у кого-то, я даже не знаю, что вам ответить, потому что, это, наверное, остается на взгляд каждого. В последнее время я начала склоняться к тому, что все-таки лучше все делать самой, как минимум потому, что ты сама контролируешь весь этот процесс, ты сама знаешь, какие у тебя там последние сроки сдачи и всякое такое, и ты ни от кого, по сути, таким образом не зависишь, только от себя самой. Вот, а если у кого-то заказывать, то, естественно, это надо просто от и до все расписывать, это нужно платить намного больше денег, чем вы заплатите, если вы просто будете покупать материал, и кто знает, какие там форс-мажоры могут случиться в жизни других людей, опять же, этот человеческий фактор. Ясное дело, что мы никого здесь не обвиняем, опять же, это жизнь, но, наверное, все-таки, когда весь процесс, весь контроль в ваших руках, это намного лучше, чем если вы не знаете, что там у человека, а он там типа не отвечает. Вы пишете, а он не отвечает. Что делать? А у вас никакой другой связи нет. Как добиться до человека? В общем, лучше полагаться только на себя. Конечно же, за несколько дней до нашей фотосессии я начала потихонечку паковать чемодан. Фотосессии косплейные, косплей-фестивали — это всегда как поездка за рубеж, потому что ты пакуешь огромное количество различных сумок, что тебе просто приходится заполнять огромное пространство только одним каким-нибудь там крафтом. Например, у нас были крылья, потому что иначе у тебя все погнется, сломается. Лучше оставить дополнительное место, пусть там какая-то пустота будет, чем у тебя все сломается и весь день пойдет по одному месту. И я, как самая настоящая фея технологий, конечно же, набрала себе огромное количество аппаратуры с собой, потому что я думала, что за то время, пока мы там будем фоткаться, я отсниму и видео для ютуба, но это, слава богу, у меня получилось, и тиктоки, и еще какого-нибудь дополнительного контента. Что из этого у меня вышло? Мы еле-еле успели отфоткать основное, что мы хотели отфоткать в этот день. Ну и дальше начались наши 8-часовые пытки. Точнее, они даже были 9-часовыми. Потому что в 11 у нас была гримерка, в 12 у нас начиналась первая фотосессия, которая по превращению на циклораме. Кстати, с другой стороны от циклорамы был еще небольшой такой совсем миниатюрный интерьерчик, мы там тоже сфоткались. А можете, кстати, у Сани в инстаграме чекнуть фотографии. Ну и там мы снимали вместе с Кидо целых 4 часа наше прекрасное превращение. И, к сожалению, нам не хватило этого времени для того, чтобы полностью все отснять из наших референсов. Когда я бронировала, мне казалось, что у нас даже будет свободное время, а у нас его не осталось. В любом случае, я очень рада этому нашему опыту, и мне кажется, там вышли некоторые очень крутые кадры. Особенно, мне кажется, с этой подсветкой, которой я сегодня пользуюсь, будут очень классные одиночки. Вот небольшой спойлер я вам показываю сейчас. Ой, что там будет? Такая красотища. После этого прекрасного 4-часового фотосета по превращениям у нас был час перерыва. На это время мы тоже забронировали гримерку, приукраситься еще раз, переодеться спокойно и пойти, в общем-то, дальше поступать в Алфею. Как вы понимаете, мы оставались там же, в том же здании, в той же студии, просто поменяли зал. Он был уже интерьерным. Мне хотелось чего-то такого более нейтрального, но при этом с какими-то элементами, которые будут классно выглядеть на фоне, как-то будут дополнять фотографию. В общем, меня прям не подвела моя чуйка. Фотографии реально как будто бы из Алфея, вообще без шуток. Я в таком восторге, я в таком предвкушении, что же мы в результате увидим. Вторая фотосессия уже проходила 3 часа, мы взяли немножечко поменьше, исходя из логики, что вроде как превращение тяжелее снимать, повседневки уже проще. Но даже этого времени нам не хватило, и мы еле-еле успели наши основные планы осуществить. О допах мы даже как-то уже и не мечтали, там буквально немножечко допов сняли. Возможно, в следующий раз мы все-таки будем брать побольше времени, и, возможно, его хватит. Хотя, мне кажется, времени, как и денег, никогда не бывает много. И раз уж мы заговорили о деньгах, давайте я как раз и расскажу, сколько у нас вышло. Я не смогу сказать вам точную сумму по некоторым этическим аспектам, но я вам скажу примерно, сколько что у нас вышло. И давайте сначала вам скажу из расчета на каждую участницу, а потом уже скажу, сколько
сколько вышло в сумме. За аренду студии, за 2 часа гримерки и за 4 и 3 часа аренды каждого зала каждая из нас заплатила примерно 2000. Сейчас я смотрю на эту сумму, мне не кажется на самом деле, что это очень много, тем более мы платили в 2 захода, в основном так все и делают в студии. Сначала надо предоплату внести, а потом уже на месте надо заплатить вторую часть. В общем, эта история вполне себе подъемная, мне кажется, это, наверное, наименьшая наша трата. Я не буду рассказывать, сколько мы заплатили фотографам, потому что меня попросили об этом не говорить, но я вам расскажу, какой диапазон был цен. Это где-то в районе 5-7 тысяч рублей за все вот эти фотосессии, то есть и Кидо, и Оля в сумме. Каждая из нас отдала 5-7 тысяч за работу фотографа. То есть это именно в сумме. Я не буду рассказывать, сколько каждый мы там дали, да, но в целом это получилось вот столько. За фотографов, за эти 8 часов или сколько мы там провели, вот мы заплатили 5-7 тысяч, и у нас будут очень классные фотографии. Ну и еще маленький бонус мы подарили нашей помощнице, просто там скинулись. Изначально мы предполагали, что это пойдет на еду, но это пошло на такси, ну тоже неплохо, почему бы и нет. В результате, как вы понимаете, этот фотосет обошелся каждый из нас в 10 тысяч рублей. Конечно, безумная сумма, и это мой самый-самый дорогой фотосет. Я не знаю, когда у меня будет еще дороже фотосет, но если платить порционно, как мы это и делали, в целом выглядит не так страшно, как выглядело изначально. И нас было 6 человек. То есть весь этот проект стоил 60 тысяч. Просто жесть. Вы понимаете, что на эти деньги можно спокойно прожить месяц в Москве. Вот, и мы еще не отсняли тиктоки. Это, проблема, потому что я надеялась, что у нас будут тиктоки. Я так хотела тиктоки поснимать, но я не успела. У меня не было сил, не было лень. Извините. Вот таким интереснейшим, просто невероятным, жутко запоминающимся оказался для нас этот апрельский воскресенский день. Как вам мой рассказ? Как вам та сумма, которая у нас вышла? Я уже плачу. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш инстаграм, потому что именно там мы скоро поделимся нашими фотографиями. Ну как скоро? Надеюсь, через месяцочек у нас хотя бы спойлер будет готов, а где-то через 2-3 месяца мы с вами поделимся по полной программе. И кроме того, конечно же, там много других интересных фотографий с других проектов. В общем, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, всякое такое. Это нас очень сильно подбадривает и говорит о том, что мы не зря старались, в конце концов. Жду вас в комментариях под этим видео, делитесь своими впечатлениями, как вам наш проект, как вам это видео, и как вам сеттинг в этом видео, понравилось вам или нет, стоит здесь снимать или мне обратно вернуться к моим фонам. В общем, все зависит только от вас. Жду вас в своих других видео, они не менее интересные, чем это. И встретимся с вами в новых видео на моем канале, конечно же. Желаю вам чудесного дня и до скорого!